Ладно, давай, полетели. Ты мне скажи, куда летим? В эпоху короля Артура? Да. Так, покажи нам, пожалуйста, ленту времени и эпоху короля Артура. Ого, это в первый раз у меня так его попросил. Мы прям как через картинку вошли. Классно. Идем. Он прикалывается, что ли? Он стал белым конем таким большим, Мгм. а я рыцарем иду. Он меня прям вообще в эту эпоху прямо погрузил, и я иду. Классно. Прохожу через каменный мост, река какая-то, крепость, замок. Вау, прям аж ощущения идут. Даже запахи. Прям какие-то кислые помои какая-то. Ну, ты даже А, сильно мы проходим. понравилось. Да, проходим какие-то сливы из замка. Тун-тун-тун. Стучим в дверь. Врата. Мост да, открыли. Ах, нет, он меня слушает. Мне сейчас идет... Ого, ты знаешь, мне идет... Слушай, а Ланселот был с ним? А Ланселот это был его рыцарь. Почему Рыцарь. мне такое говорят? Вот он меня, получается, поселил в тело Ланселота. Вот мне сейчас открыли, так, знаешь, на меня посмотрели, так раз закрыли, Ланселот идет. Я говорю, ничего, вау. Я просто вот я говорю, что вот я, получается, глазами Ланселота смотрю. Ну, Он меня готовься. интегрировал. Готовься к неожиданностям. Ланселот по истории и по этой мифологии, я даже не знаю, как это все назвать, он же был любовником жены Артура. Ты меня Как слышишь? ее, что-то идет, Жена? Леди Гвинея, как, да. Да. Правда? Гвиневра. Гвиневра, вот и Вот идет как Гвинея. Вау, Гвиневра. я знать не знал. Представляешь, мне сейчас идет. Но мне такая вот, я зашел, такая меня встречает, знаешь, высоко вот так, такая мне еще воздушный поцелуй отправляет, такая рыжая, Да, да, да. рыжие волосы, такие собраны в пучок, и это такая одежда, какая-то серое платье какое-то, ну, не пестрое, я бы сказал. И вот она такая, я так, знаешь, типа ее не замечаю, краем глаза на нее смотрю. Ничего. Нет, ну правда, я даже знать не знал, что Гвиневра ее зовут. Я просто вот погрузился в него и иду. Мгм. Вот он отдал коня. Он вышел из коня, потому что меня сопровождает. Мгм. Сейчас он погрузился в коня. Вау. Прям кругом сено такое на полу. Ну, не на полу, а какой асфальт там. Ну, мне, чтобы грязи не было, такая Мгм. Мгм. солома Солома. разбросана под ногами. Да. Тебя просто ведут, или ты сам можешь двигаться в любую сторону? Нет, я только его глазами иду. Мгм. Он Мгм. идет сам. Ну, давай посмотрим, куда он идет. Что вокруг еще есть? Он поднимается сейчас по лестнице. Мгм. И, о, такой вот зал, большой, большой зал, круглый стол. Мгм. Такой вот правило такое, что вход в этот зал все кладут мечи в такой какой-то металлический, ну не знаю, как кувшин большой. Туда складывают все мечи сложены. Мгм. А, Он заходит, такой у него шлем положил, снял не кольчугу с головы, но этот капюшон такой, кольчугу снял с головы. И вот он идет. Почему-то он притворяется, до этого он шел нормально, а сейчас притворяется, что у него левая нога хромает. Притворяется, типа, идет хромает. А до этого шел нормально.
Садится такой на свое место. Он э, напротив Артура. Артур уже здесь, ему лет 39, вот так вот, 40. Бородатый сидит такой. И они обсуждают, что Артур, он англичанин был или француз? Что-то не пойму. Он, потому что он говорит, Он был вождь бритов. Ну, англичан. ну, почему-то он такой говорит, что нужно опять на кого-то нападать. Да. Вот, ну, и, понимаешь, он там разговаривает на английском, на старом причем, я. И, подожди, сейчас. Мне надо... Я не могу синхронизироваться. Я такой как Давай прошел. на счет 3 ты синхронизируешься. Давай. Раз, два, три. Синхронизируйся. Он, смотри, речь такой толкает. Мой народ и мое все вокруг. Моя цель объединить Британию. Угу. Не должно быть ни Скотланд, ни England. Все должно быть Британия. Все должно быть Британия. Угу. Не должно быть разъединения. Должны быть едины. И эти рыцари стали стучать ногами, как бы в такт, поддерживая его. Угу. Что-то он сел, упал, за сердце держится. Ну, возраст битвы, наверное, уже тоже дают знать. Да. Он все расходятся, он Ланселота подзывает. Он садится и спрашивает его, что там, Скотты? Он качает головой, Ланселот. Говорит, нет, они не пойдут с тобой. Они хотят независимости. А, слушай, Шотландия, Уэльс? Да. Потому что он говорит, Уэльс не с нами. Угу. Это и есть Шотландия. Да. Он говорит, поднимай мавров. Пусть идут на Уэльс. Мавры это негры, получается. Да, да, да. Вот. Он поклонился, Ланселот. Встал и ушел. Ну, уходит. Угу. Артур стоит. Ну, уже такой ему. 40, они в том возрасте. Уже старые, наверное. Ну да. К нему эта жена спускается. Но я бы не сказал, что она красавица. Она, знаешь, на кого похожа. Есть картина, как какая-то, я вот видел, то ли британская королева, это, она такая рыжими волосами, в чепчике сидит. М. Помнишь такой вид? Что-то не приходит мне на ум сейчас. Вот. А такая же. Она, знаешь, чем-то телосложением и лицом, знаешь, на кого похожа? Угу. Вот если рыжий, на Амалию Литвинову. Нос такой маленький, какая-то она. Прям вся такая, прям как картинка какая-то, такая вся. Фарфоровое лицо белое какое-то. Прям. Ну, она это, что-то его одобряет. Такой, молодец, молодец. Объединять надо Англию. Британ. Угу. Брит. Вот. Ну и сейчас мне показывают, идет как карта у меня перед глазами. И идет бой.
шотландцы в кильтах, как в килт, Мгм. с луками, такие вот, ну, как, прям как в фильме «Последний герой», что ли, называется. Там про шотландцев. И тут также они такие нападают, то с топорами, а эти профессионалы, мавры какие-то, черные. Они вообще черные все, у них и лошади черные, доспехи черные, и сами черные. Они, как я понял, наемники. Ну, да. Вот. И вот я не пойму, при чем здесь не идет Франция. Сейчас. Давай С посмотрим. Франции едет посольство какое-то. И Артур ждет это посольство. Слушай, а как он покончил жизнь? Не отравили ли его? Артура? Да. Нет, его, вернее, он был смертельно ранен в битве со своим, как сказать, то ли незаконно рожденный, то ли как сын и Артура, и двоюродной сестры Артура. Он как-то вот, я хотел уточнить, потому что история как-то перевирает, и непонятно, кто он на самом деле есть. А, Этого племянника Мордредом звали, который ранил Артура, но Артур убил его. Но тут вот идет какое-то посольство из Франции. Типа как, что объединение армий, и не пойму, то ли французы за Артура, потому что он ждет это посольство. Ага. И вот какие-то рыцари нападают на это посольство и захватывают их в плен. И вот Артур идет на помощь. Прям лошади такие черные у них, большие, скачут. Прям вижу, как скачут. Я рядом с ним, я сейчас в теле не Артура, а какого-то оруженосца рядом. И вот, прям кто-то выскакивает, и начинается битва. Рыцари прям вот не дают. Такое месиво, все лошади. Тиш, тиш, там, я мечом машу. У меня меч перед глазами. Вау. Фу. Кого-то зарубили, кто-то это. У меня в плечо ранили. Прям аж стою. На лошади держусь за стременными ногами. Прям чувствую, как на лошади сижу. Угу, Погрузился прям глубоко. угу, Ух ты. Боюсь упасть с лошади. Так. Выхожу из битвы. Бьются. Помощь к нам подлетает. К ним тоже начинается еще больше. И вот и тут какой-то, знаешь, рыцарь с лилией на щиту. Лилия у него на щиту. И вот он подлетает к Артуру, и бой начинается. угу. И вот он его ранит в правое плечо, получается, легкое пробивает ему. А тот его рубит сверху вниз. Угу. Прямо ему, прям вот по плечу отсекает. И тоже падает. И вот сейчас все, там все разлетаются. Потому что, как я понял, лидеры погибли. И вот несем Артура на щиту. Несут, на большом щиту. Угу. Вот. До ближайшей деревни его. Такие домишки маленькие. В трактир заносят его. Со стола так небрежно так еду всю там, что было, сбрасывают. Угу. И его на стол кладут. Он там уже задыхается, там кровь валит. Ну и все. Все. Угу. Переход совершен.
Ну, давай, наверное, теперь позовем его высшее я. Пообщаемся с ним. Много очень вопросов. Давай, интересно. Вызываем высшее я, короля Артура. Раз, два, три. Да, стучится кто-то. На счет три синхронизируйся. Раз, два, три. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ваша история в современном описании очень запутана, очень много противоречивых фактов. Мы хотели, так сказать, получить ответы от первоисточника. Ну, во-первых, в каком году вы правили? Тысяча 50-е. По истории идет вообще 5-6 век. Нет, 1050-е. Хорошо. Скажите, а сколько рыцарей круглого стола было на самом деле? 24. Мгм. И состоят ли эти души в ордене Ом? Нет, А, они в других орденах. а в каком? Ордена воинов. Он большой орден. Мгм. Такой вопрос. Состояли ли они в ордене тамплиеров при Радомире? Некоторые, да. Все-таки были. И были ли они славянами? Да. Я тоже был славянин. Воплощены ли эти души сейчас на земле? И знает ли их Алексей? Да, есть. Нет, не знаю. Не знаком, да? Нет. Мгм. А правда ли вы сын Утера Пендрагана, который заключил договор с волшебником Мерлином? Нет. Нет, значит все ложь. Вот. А вопрос по поводу вашей жены Гвиневры. По истории идет, что она состояла в любовных связях с рыцарем вашим Ланцелотом. Да, было. А кем на самом деле был Мордред? Незаконно рожденный. Ваш сын, Да. который вас же и погубил. Он хотел на мое место. Он знал, что ему ничего не светит. Мгм. И по истории идет, что он даже женился на вашей жене Гвиневре. Это только история. Мгм. Это неправда. Нет.
А скажите, когда он ворвался в покое Гвиневры, когда там был Ланселот, он застал при факте измены или просто Ланселот извинялся перед королевой? Факт измены. Факт измены. И Ланселот убил практически всех рыцарей, с кем он был. Как пишут, там было 12 рыцарей, которые застали. Да, это было. Хороший был боец, рыцарь Ланселот. Вот. А кто такой Мерлин и как он выглядел на тот момент? Это друид. Мгм. Он же и воспитал вас. Я бы не сказал, что только он. Ну, по истории идет то, что вы были отданы Мерлину а, по договору, который заключал ваш отец с ним. Не совсем. Мерлин сам меня взял. Мгм. Он знал, что я буду пытаться объединить Британию. Мгм. Был провидцем. Да, еще какие. Мгм. А воплотился ли он на Земле в данное время? Нет, Нет. И как произошел переход, Мерлин? он не совершал переход. А как тогда, поясните? Чтобы совершить переход, нужно быть в теле. Он мог выходить из тела и находиться в мире душ, имея свое законное земное тело. Он просто вышел и не вернулся. Ну, законное тело все равно было предано Земле. Нет, не было. А как тогда? Его разрубили и бросили в яму. С чем это было связано, такое варварство? Его боялись. По их поверьям, если его предать земле, то через определенное время он будет ходить заново по земле. М, Ну да. Варварские времена, варварские методы. Существовал ли меч Артура на самом деле? Эскалибур Да. был заговоренный. И как на самом деле Артур получил его? Сам ковал с энергиями, данные Мерлину. Артур сам сделал свой меч. Да, Вот. А то у нас говорят, что он его достал из наковальни. Из-под наковальни. можно так сказать. Ну, в принципе, да. Да. Своим трудом достал. И правда ли, что когда он был смертельно ранен, он попросил
бросить Экскалибур в озеро? Да, и озеро стало черным. И где сейчас находится этот меч? Там же. Также в озере? Этого озера уже нет давно. М, Сейчас там земля просто. Сейчас там стоят дома. Мгм. Будет ли когда-нибудь он найден? Нет, Земля поглотила его. да. Скажите, все, что рассказывает Николай Левашов про Радомира, это правда? Вы задали странный вопрос. Я не знаю, кто такой Левашов. Ну, на Земле есть такой человек, который объясняет исторические факты так, как они ему видятся. Вы мне расскажите, что он рассказал. Я могу сказать, правда это или нет. Секундочку. Я считываю информацию у вашего контактера. Угу. Он знает про Радомира. Ау, голова болит, сильно скачивает. Сейчас, подожди, не выходи. Первый раз такое, прям он прям влез в мозг, считывает информацию. А я знаю про этого Радомира. Я слушал, когда в больничке лежал. Вот самому интересно, правда это или нет. Потому что якобы Радомир это на самом деле Иисус, а Да, Иисус это совсем другое. да, да, да. Прям копается, считывает. Ай, больно аж. Сейчас. Да, правда. Благодарю. Скажите, в 1191 году при ремонте аббатства Гластенберри была обнаружена могила мужчины и женщины, на которых были выбиты имена. Это ваша совместная могила с супругой Гвиневры? Меня до сих пор не нашли. Угу, вон оно как. И не найдут. Ну да, прах уже, так сказать, развеян землей. И когда вы совершили переход? У вас же Ты- смертельная рана была после битвы. Да. Я же сказал, 1050 год. В 1050-м вы закончили свое правление, существование. Да. Мгм. Сколько вы прожили на Земле? 45 с половиной лет. Мгм. Наследники какие-нибудь остались у вас? Только отцы были. Наследницы. Наследницы. Да. Ну, Да. ваш род также продолжается? По крови. Да. Да, есть. Есть.
Они занимают какие-то положения в госуправлении? Или Нет. простые обычные люди? Дворянские титулы имеет. Ну вот, уже дворянские титулы. Уже есть. Все идет от вашего рода, да? Там уже 100-я часть, если не 1000. Мгм. Вот вопрос про рыцарей славян. И вы были славянином. Это были лучшие войны. Да, я был славянином. Много Если честно сказать, то все бриты — это славяне, пришедшие в 670-х годах на территорию England. Скажите, а почему... Да, Да, извиняюсь. Вы... они были наемники. А звали их бриты, потому что они ничего не боялись. Злые были. В каком месте вы были рождены? В каких землях? Запад. Западная часть. Сейчас вы называете это Польша. Угу. И в каком возрасте попали в Британию? 10 лет. Я был из высокого сословия. И меня отдали как заключение мира. Угу. Но к Мерлину я попал по его желанию. Как выглядел Мерлин? Как человек. Ну, логично, конечно. Он выглядел по-разному. Ваш контактер устает. Все, благодарю вас. Всего вам доброго. И до До свидания. свидания. Алексей, рассоединяемся. У меня Рассинхронизируемся. просто все тело затекло уже прямо. Угу. Прям мурашки по телу. Угу. Я тоже уже хотел это разрывать. Чувствую, что устал. Вот так вот сейчас начни что-то рассказывать про это. Я и не смогу так. Как вот рассказывать, чего там. Я уже и не помню, что было. Вообще. Потом послушаешь. Да. Ну, все они были славянами. Все эти рыцари, сам Артур. Да, там много было славян, как я понимаю. Да, да. Да и бриты-то эти британцы. И бриты, они славяне все. Да. Ну ладно, давай. Все.